Здравствуйте, друзья! Русь должна вспомнить все. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Игорь Полуйчик. Сразу хочу сказать, что все, кто видит нашу историю через призму фальшивых российских учебников и не способен представить все своим умом, могут данное видео не смотреть. Я им даже очень не рекомендую его смотреть, ибо у них может случиться плохо с головой. Идите лучше посмотрите российские новости. Там говорят ту же ложь, которую вы исповедуете. И вам будет хорошо. И честным людям, которые будут смотреть это видео, тоже. А мы сейчас перейдем к настоящей истории. Крым был русским до 1855 года. До захвата его в результате Крымской войны английским королевством, французской и российской империями. У Руси или Малой Тартарии нам известно как Крымское ханство. Екатерина II не присоединяла Крым. Это историческая ложь. До середины 19 века Севастополь, а точнее Ахтиар, оставался последней пядью русской земли в Европе. Захваченные русские земли были названы Российской империей, чтобы скрыть сам факт захвата и переименования. Объединенный Запад завоевал Русь и сумел скрыть от потомков истребление и подчинение наших предков. Любого внимательного человека должен настораживать резкий контраст петровских и допетровских времен. Нам преподнесли это как модернизацию, а в действительности это был геноцид всего русского и подчинение немецчине. Окно в Европу было прорублено из Европы с введением рабства, крепостного права захватчиков, находящихся в крепостях, отменой летоисчисления и календаря, уничтожением старых книг и старцев, признанием всех бородатых, то есть всего мужского населения Руси, врагами империи, запретом русской одежды, он фактически действует до сих пор, запретом русских праздников и богов, подменой тризны на похороны в землю, узакониванием вражеской военной формы и названий родов войск, формированием говноэлиты из международного отребья захватчиков. С тех времен и по сию пору псевдоэлита, не обращая внимания на смены режимов, решает лишь одну задачу геноцида русского народа, который теперь разделен политически, национально и религиозно. Мы наставили себе памятников из наших палачей – Петров, Александров, Екатерин, Николаев, Ельциных и так далее. И обязательно бьем поклоны кому-нибудь из них. Мы не можем понять одной простой вещи, расставляющей все по местам. Россия захватила Русь. Россия – это западный проект. Точнее, даже самый удачный проект наших врагов. Просто представьте, что Гитлер нас победил. Это случилось 250-170 лет назад. А со временем это от побежденных скрыли, чтобы им не приходило в голову возмущаться. Управление колонией перевели в скрытые формы, аусвайс назвали паспортом, валюту оккупированной территории гордо назвали рублем. Представьте, и в итоге получите нашу картинку и наше мировоззрение, где мы будем свои цепи защищать с полной самоотдачей. Нам и в голову не придет говорить что-то плохое про наших захватчиков. Ведь нас этому учат уже 5-6 поколений. Нам рассказали, что мы Иваны, не помнящие родства. Рассказали те, кто убил в свое время все взрослое население Руси и уже 200 лет воспитывает каждое следующее поколение в ненависти ко всему русскому. Взрослые люди не знают, как звали деда их деда, если не принадлежат к династии захватчиков. Потому что все наши деды в то время пали, защищая свою родину. В этой статье остановлюсь лишь на финишном аккорде захвата Руси в ее европейской части, на захвате Крыма. Если верить официальной датировке, то завоевание Руси на территории современной России развернулось в начале 18 века, а до Крыма докатилось через 150 лет, к середине века 19. Поскольку наши предки бились за каждую пять русской земли. Сохранилось множество карт, где изображено Крымское ханство, контролировавшее все Северное Причерноморье. Его союзником выступала Оттоманская порта, порт атаманов.
которая у нас именуется Османской империей. Для того, чтобы скрыть русский и казачий характер этого государства, примерно так же из станов казаков на карте Российской империи через замену одной буквы слепили из Казахской СССР Казахскую СССР, а затем и Казахстан, теперь уже с выдуманной тысячелетней историей. Фактически это было два родственных государства, два осколка Асии, Великой Тартарии, Руси. Крым при этом на старых картах фигурирует как Малая Тартария. Подступиться к Крыму враги смогли лишь подавив во многом порт атаманов и зайдя в Черное море флотами Российской и Французской империи и Британского королевства. От нас скрыли сам факт существования крупнейшего государства мира, Великой Тартарии, которая, согласно первому изданию британской энциклопедии, насчитывала свыше 500 миллионов человек. Это было сделано, чтобы узаконить захватническую стезю Романовых после Петра I и Российской империи, превратившей русский народ в рабов. Официальная историография Крымской войны не выдерживает никакой критики. Нам говорят, что это война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства с другой. Боевые действия разворачивались на Кавказе, Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом, Баренцевых морях, а также на Камчатке и Курилах. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму, поэтому в России война получила название Крымской. При этом французам и англичанам каким-то чудесным образом удалось обеспечить перевес своего экспедиционного корпуса в Крыму в тысячах километрах от своих баз и резервов над российской армией, которая 40 лет назад разгромила великую армию Наполеона и захватила Париж. Наш флот почему-то англичанам и французикам не мешал, а наша армия не могла перейти через Перекоп и навалять войску на порядок меньшему, чем в Отечественной войне 1812 года. Или мы Наполеона не побеждали, или что-то тут не вяжется. И генералы у нас толковые, и солдаты геройские, и резервы с обеспечением рядышком. И врагов не лишку приперлось, а почему-то мы войну проиграли. Осажденному Севастополю помогать не захотели, без всяких на то объективных причин в войне оборонительного характера, когда враг якобы вторгся в пределы государства, угрожал столице и атаковал все порты страны. Кстати, про морскую блокаду историки почему-то устойчиво молчат, хотя это следует из театра военных действий Крымской войны. Стало быть, торговля морем продолжалась без оглядки на нее. Это все детский лепет самого низкого уровня. Но мы во все охотно верим. И ружья у нас опять оказались плохие, и пушки гнутые, и фураж украденный. А после войны вместо того, чтобы сделать из захваченного Крыма новый Гибралтар и присоединить его к английской короне, английские войска тупо ушли из Севастополя без боя. Да когда такое было? Да еще и с англосаксами. Такое просто невозможно, от слова совсем. В действительности в войне принимало участие 5. С одной стороны Крым и полуразгромленный порт атаманов, а с другой Россия, Англия и Франция. Россия на турецких фронтах добилась ощутимых успехов. Потопила турецкие флота и кучу всего позахватывала. Порт атаманов в те времена потерял независимость, был разорван войнами и восстановил суверенитет над проливами Босфора и Дарданелл лишь в 1936 году с принятием конвенции Монтре, когда славянская страна была окончательно отуречена. На протяжении 80 лет на турецкой территории не прекращался геноцид славянских и других близких нам народов, а в истории сохранены лишь упоминания о геноциде армян. На момент окончания Крымской войны Оттоманская Порта была таким же славянским государством с русско-арабским двуязычием, как сейчас Германия. Лет через 40-50 при текущем развитии событий от германцев ничего и не останется, и их также оттуречат и сведут на ноль, как это произошло в Константинополе, нашем Царьграде. Если бы проливы оставались под нашим контролем, то и Крым бы Россия забрать при чисто сухопутной операции в те времена не смогла бы. Когда же 3 имперских флота вошли в Черное море,
примерно в 1830-50 году, баланс сил резко изменился не в пользу крымчан. Их обложили сразу со всех сторон, прекратив сообщение с казачьей вольницей Кавказа и портом атаманов. Поэтому крымчане и затопили свой флот в бухте Ахтияра, позже названного Севастополем. Сколько лет или даже десятилетий бастион Крыма стоял в полном окружении, оценить сложно. Например, Геленджик был захвачен русским десантом в 1830 году, судя по официальной надписи на городском пляже. А по результатам Крымской войны он был завоеван лишь в 1857 году. Возможно, какая-то часть русичей отступила из Крыма на Кавказ, как потом все и повторилось в годы Великой Отечественной войны. Вообще, театры боевых действий разных войн сходны, и по картам Второй мировой можно понять, а что было в предыдущие времена с поправкой на иные военные технологии. Какие-то десантные операции со стороны Кавказа в помощь Ахтияру, скорее всего, проводились казаками и в годы Крымской кампании, хотя Черное море было под контролем врага. С официальной точки зрения всех империй мира Тартария не существует уже 250 лет. Турецкие янычары и баши-бузуки ничем не отличались по виду, народности и языку от бородатых казаков Крыма. Поэтому российская армия всех интерпретировала как турок. Англичане и французы из экспедиционного корпуса четко понимали, что воюют против русских. Этот факт, быть может, и удалось замылить, если бы не героизм защитников Малахового кургана. В этой связи империям пришлось инсценировать войну между собой, чтобы скрыть факт независимого существования русского государства Малая Тартария. Для этого были устроены мнимые военные операции в Балтийском и Белом морях с участием большого количества военных кораблей, в результате которых практически никто не пострадал. Театры военных действий на Кавказе и Балканах были реальными. Там российская армия добивала турок, то есть русских янычаров, чтобы освободить их от турецкого в кавычках «владычества». Османская империя вроде как является победителем в Крымской войне, но ее потери наибольшие. Она даже лишилась кучи территорий и права иметь флот в Черном море. Какая же это победа? А для Российской империи эта победа над русским Крымом носила грандиозное значение. Теперь очаги русского сопротивления оставались лишь в высокогорьях Кавказа, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, где остатки Тартарии добивали и еще в русско-японскую войну. Оборона Ахтияра даже с точки зрения официальной историографии представляется как беспримерное мужество. Сам Крым был полностью разорен, и население с 700 тысяч человек уменьшилось в 10 раз, поскольку все взрослое население было истреблено, либо отправлено в Сибирь. Отсюда пошло выражение «пройти Крым и Рым». Оно означало пример тяжелейших испытаний. Сначала человек выжил при многолетней осаде Крыма и истреблении населения, а потом был сослан на каторгу, поскольку Рым-болт – это способ крепления кандалов к общей цепи или что-то в этом роде, когда на людей вешали колодки и связывали друг с другом на этапе. В 1867 году Севастополь посетил Марк Твен. В «Простаках за границей» он так описал город через 12 лет после окончания войны. Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины. Одни только развалины. Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков, полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих 1,5 года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видно под солнцем. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня. Но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу. И теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы,
Колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие пробиты не насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и четкий след, словно его нарочно шлифовали. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слезы сочатся из-под них, оставляя на камне темную дорожку. Когда войной разрушен собственный город за 12 лет, его бы уже в общих чертах восстановили. Ахтиар, Севастополь, был для России главным противником на протяжении 100 лет, и поэтому его разве что не перепахали и солью не посыпали после завоевания. Они не могли взять русских в рукопашной схватке, и поэтому разбомбили нас с моря в несколько заходов, не оставив от города камня на камне. А потом, на протяжении многих лет, ловили жителей и отправляли на каторгу. На Малаховом кургане кучка русских людей несколько лет воевала против всей твари мира. Они бились за последнюю пять русской земли в Европе, и поскольку их подвиг невозможно было скрыть, его приписали Российской империи через разного рода севастопольские рассказы, подтасовки и манипуляции, из которых что тогда, что сейчас состоит вся массовая культура и официоз. Заставили всех забыть, кто и за что бился на Перекопе и Сапун-горе. Теперь мы уже не знаем, что бастион – это пятистороннее укрепление, расположенное на вершине крепостей звезд, а крепости звезды – это русские крепости по всей Асии, Тартарии, Руси. Перекоп, собственно, и стал Перекопом, эшелонированным укреплением, в преддверии Крымской войны, когда наши предки готовились к битве с империями захватчиков. Большевики только для того и куражились там в гражданские войны, чтобы скрыть происхождение миллиона костей, оставшихся от Крымской войны и штурма Перекопа в лоб армии Российской империи. Они сами об этом, естественно, ничего не знали, просто реализовывали определенный чужой замысел по военным перемещениям. С тех времен Крым захватывали множество раз, и почти всегда за этим следовал геноцид. Все то же самое было в годы гражданской войны после захвата его красными, потом в 1941-1944 годах во время его оккупации фашистами. Потом после освобождения Крыма опять шли зачистки и депортации целых народов. Потом Хрущев отдал его Украине, и тут же пошло его переиначивание, когда людям массово меняли фамилии, а вперед продвигали национальные кадры. А теперь почуйте, что думают украинцы после возвращения Крыма в Российскую империю после 5 геноцидов за 170 лет. Естественно, возникает чувство страха и неприятия, поскольку это же нас всех истребляли, наших предков и нас самих в прошлых жизнях как русских, так и украинцев, которых тогда еще в помине не было. Они ведь подспудно чувствуют себя преемниками Малой Тартарии. Крым был наш до 27 августа 1855 года, пока держался Малахов курган. И этот день был последним днем Руси. До этого дня каждую ночь защитники пели тризну павшим, а каждый день бились под непрерывным обстрелом. Тем, кто встретил то утро и последний бой вечером, уже некому было петь последнюю песню и провожать их в миры света. 27 августа 1855 года пала Русь, ее последний бастион – Севастополь. Прошло всего лишь 160 лет, но мы не знаем и не понимаем этого. Ставим памятники и восхваляем своих палачей, а истинные герои остаются либо безымянными, либо оклеветанными, как предатели. Все поля крупнейших битв остались за врагом, и некому было провожать в высшие миры света павших героев и увековечивать память об их подвиге. Враги глумились над их телами и запечатывали самые сильные души своими черномагическими ритуалами, не пуская их в новое рождение. За всеми полями боев Руси стоят целые полчища душ воинов, на века застрявшие в Нави, потому что мы, их потомки, потеряли память, веру, родину и не можем в своих головах все это распутать, развернуть и отпустить их души в лучшие миры. Мы должны все это исправить. Мы вспомним себя и наших отцов в этих войнах, вспомним свой последний бой в прошлых жизнях
Мы встанем плечом к плечу с нашими предками. Мы поднимем знамя Руси. Автор Игорь Полуйчик. Странный рассказ написал автор Игорь Полуйчик. Не знаю, что здесь правда, что здесь ложь. Но почитать было интересно. На самом деле для самообразования любой должен прочитать подобный текст и сделать для себя выбор. Верит он в это или не верит. А вообще, люди, как мыслящие существа, должны знать любые версии. В этом-то и заключается свобода слова. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.